Изыскатель, ответьте базе, прием. Юж, ну тут экспозиция такая была, все засыпано, мы очень долго ковырялись, 2 версты тут прошли. Ну хорошо, Витя где? Потому что засыпано. Сейчас вышли вроде на сухое. Экспедиция на Тяньшань. У подножия Тяньшаньских гор раскинулся город-миллионник Бишкек. В 1825 году на этой территории была основана крепость Пишпек, впоследствии возросшаяся до размеров города. Через 100 лет Пишпек был переименован во Фрунзе в честь советского военачальника Михаила Фрунзе. После распада Советского Союза город получает новое название – Бишкек. Бишкек был основан на высоте 760 метров над уровнем моря. Город-миллионник окружен живописными горами. Тяньшань – одна из самых масштабных и мощных высокогорных систем планеты. Длина хребта составляет 2800 километров, а ширина – 800 километров. На хребте располагаются 40 пиков высотой более 6000 метров. Простираясь на 2800 километров от Чаткальского хребта к востоку от Ташкента до Урумчи, горный массив делится на северную, западную, восточную, центральную и внутреннюю части, каждая из которых обладает характерными альпийскими признаками. Пик Победы – высшая точка Тяньшаня и самый северный семитысячник планеты. Многие прилегающие к Пику Победы вершины до сих пор остаются непокоренными и ожидают своих первопроходцев. Пик Победы известен своим суровым характером и высокой сложностью для восхождения. Смерти на Пике Победы, как бы ужасно это ни звучало, обычное дело. На его склонах за 60 лет штурма погибло более 80 альпинистов. Пик Хан-Тенгри – вторая по высоте вершина в Тяньшане после Пика Победы и одна из красивейших гор на Земле. Альпинист Ерохин Андрей Викторович, КМС по альпинизму, КМС по скалолазанию. Принимал участие в 9 экспедициях в качестве эксперта по альпинизму. Впервые в 2004 году я попал в экспедицию. Когда я увидел Хан-Тенгри и Победу, все. Другие впечатления. Да, я... Те люди, которые спускались тогда с этих гор, вот, приходили после восхождения, для меня оказались они какими-то богами. То есть это, мне казалось, непостижимо. Самый северный семитысячник, да, как называют? Самый северный семитысячник, да. Очень красивая гора, особенно во время заката. Да, это одна из самых красивых вершин. Да. Сейчас на данный момент существует 2 маршрута популярных. Это с юга, базовый лагерь Южный Нальчек и базовый лагерь Северный. Все туда приезжают, и оттуда уже вертолетом их доставляют в зависимости, кто что выбрал. 400, 4, почти 4300 первый лагерь. И на следующий день поднимается 5200 и следующий 5800. Некоторые минуют второй лагерь и идут сразу в 5800. Дальше подъем непосредственно вершина с 5800 до 6995.
Все-таки официальная высота Хан-Тенгри не 7000. Это правда. И там еще пещеры, да, по-моему? Там пещера на 5800 роется, прям в наддуве вот этот, который идет получается, у нас на север больше. Вот, там роют пещеры. Их либо обновляют старые, либо роют новые. Иногда в процессе постройки новой пещеры наталкиваются на старые, получается такой муравейник. Ну да. Я был свидетелем, заходишь, там куча народу. Вот. Ну а на 6400 там неуютно, там 2-3 палатки могут разместиться. И там на камне, то есть на скале рядом прибиты таблички погибших. Вот. Ну а с севера все проще. Там все лагеря располагаются на гребне северном. То есть идут там более технически сложнее, потому что перила начинаются с самого буквально низа и доверху. Находимся на гребне, и, соответственно, все лавины, которые сходят в результате землетрясения или просто накопления снежной массы, они все минуют. Ну, опять же, сопряжено всегда с риском все равно. И сколько дней это все длится? Вообще, стандартная программа, 21 день. То есть это с дорогой, перелетами, с отъездом. Если все обрезать и оставить только гору с запасными днями, то где-то дней 14, я думаю, 16 дней хватит. А там технические какие-то препятствия есть? Техническая гора, технический гребень, категория сложности 5Б, это с высотой, то есть сам гребень, наверное, 3Б, 4А. Зависит еще от выбора маршрута, да, соответственно? Нет, если даже брать все технические маршруты север, естественно, если брать там южную стену Хан-Тенгри или там западную, там может быть и 6Б, и 6А, и очень сложно, все вертикально, и страшно, ни перил, ничего. Ты бьешь все сам. Это уже такие маршруты, которые для спортсменов. Горные вершины Тяньшаня красивы, величественны и высоки. Помимо пика Победы и Хан-Тенгри, в системе еще много вершин, которые привлекают альпинистов со всего мира. Наиболее известные из них пик Чапаев, Дружбы, Горького, Айтматова, Владимира Путина, Изыскатель и другие. Тяньшань меняет каждого, кто попадает сюда. Сейчас пролетаем Иссык-Куль. Вот он показался Иссык-Куль в окружении гор. Очень красиво. Очень красивое озеро. Красотень просто. Жемчужина в горах. Красавица. Жемчужина Тяньшаня – это озеро Иссык-Куль, которое является вторым по размеру высокогорным озером в мире. В Иссык-Куль впадает около 80 рек. Вершины гор, окружающих озеро, белоснежны. Будто кто-то обмакнул их в белый шоколад. Озеро имеет сапфировый оттенок, а вода в нем немного соленая. Мы с вами сейчас находимся в северном Тяньшане, в ущелье Ала-Арча. В переводе означает «пестрая арча». Арча – это местное название можжевельника. В Советском Союзе это ущелье считалось одним из самых популярных среди альпинистов, занимая второе место после Кавказских гор. Альпинистов привлекают знаменитые здешние пики. Альпинизм – это философия, спорт смелых и мужественных.
Восхождение на заоблачные вершины требует от человека высоких моральных качеств и огромной выносливости. В достижении победы необходимы несгибаемая воля к победе, неприхотливость, умение терпеть лишения, отличное знание особенностей горной природы. Юр, ну тут экспозиция такая была, все засыпано, мы очень долго ковырялись, 2 версты тут прошли. Ну хорошо, Витя где? Нет, мы под нее подошли, потому что засыпано. Восхождение — это вызов и преодоление себя. Горы таят в себе много опасностей – камнепады, лавины, нехватка кислорода и закрытые ледники-ловушки. Как сказал легендарный альпинист Райнхольд Месснер, горы не бывают справедливыми или несправедливыми, они просто опасны. Тут легко потерять жизнь. В этом суровом краю можно увидеть горного козла и его врага — снежного барса. С высотой атмосферное давление падает, соответственно, чем выше подъем, тем меньше воздуха для дыхания. Выжить в холоде и при недостатке кислорода им помогает особый состав крови. Высока опасность, что может исчезнуть снежный барс, или, как его еще называют, илбирс. За последние 20-30 лет численность вида сократилась в 10 раз. Многие животные исчезли с лица Земли. Например, всего 50 лет тому назад недалеко от этих мест жил туранский тигр, или, как его еще называли, джульбарс, джолбарс, юлбарс. На тюркских наречиях это слово означает «путь». Также оно переводится как «бродячий барс» или «полосатый барс». Их популяция резко сократилась, и к 1950 годам они были полностью истреблены. Данный тигр был крупным животным, как амурский подвид, весил около 240 килограмм и за сутки мог пройти до 100 километров. Но всегда был объектом охоты. Туранский тигр полностью истреблен. В настоящее время под угрозой исчезновения находится илбирс. Численность особей этого красивейшего животного катастрофически мала. Ледники – природное богатство Тяньшаня. Снежные шапки и ледники хранят внушительные запасы воды. Они поистине огромны. Все ледники Кыргызстана содержат 580 миллионов кубометров воды,
Количество достаточное для того, чтобы накрыть 3-метровым слоем воды весь Кыргызстан. Но в 21 веке ледники тают более активно из-за потепления климата. Например, за последние 40 лет данный ледник уменьшился более чем на 5 километров от первоначальной точки. По данным Института прикладных исследований Земли ЦА и ИС, с 1970 года площадь крупных ледников на территории Кыргызстана сократилась на 17%. Вот уже 400 миллионов лет величественно и спокойно возвышаются горы Тяньшаня, наблюдая за людьми. Будь выше, вспоминая горы, храни в душе величие вершин, оставь пустые споры, разговоры, будь выше, за тобою горы. Друзья, подписывайтесь на канал Окупай Эверест и смотрите новые видео. Спасибо.